Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз. Что скрыто? Тайное, что прояснится? Знаки судьбы. Чего вы пока не видите, а это случится. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 января 2026 года. Давайте с вами узнаем, что происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10. А я бы сказала, это не только в первую декаду, скорее это будет более длительная дистанция, и связано это с тем, что планета Уран движется в обратном движении. Ретроград мы говорим. И это будет до 4 февраля в знаке Телец. Все вопросы благополучия в центре внимания, но в данном случае Уран с последним заходом в этот знак дает нам возможность прояснить сложные темы, расставить логические точки в волнующих историях. Помогает нам Уран, чтобы наша жизнь пошла с правильной ноги. Мы с вами сейчас и еще месяцы вперед, долгое время, весь 2026 год, по сути дела, это коридор возможностей. Но в разные периоды разные возможности. И я вас приглашаю на сайт, свой сайт, оставлю ссылки в описании под видео, прочитать разные статьи. Там у меня уже именно на 2026 год. И одновременно есть такая статья «Кармический декабрь». Поверьте, это как кармические уроки, но тоже на 2026. Это вот какие-то темы мы все-таки будем с вами завершать. И конфигурация Сатурна до конца июля как минимум нам свидетельствует о том, что все наши истории так или иначе будут увязаны с историей прошлого. Идем с вами вперед и достанем 3 карты, 3 знака судьбы. Чего же вы пока не видите? А это случится или произойдет? О чем вы пока, возможно, не догадываетесь? Чего не предполагаете? Или чего вы не замечаете, мои дорогие стрельцы? Такое тоже бывает. И если мы спросили тайное, что прояснится, вот давайте такую карту достанем, к чему быть готовому. Что уйдет? Возможно, вы что-то завершите сами, а что придет взамен? Что нового спешит на ваш порог, в вашу жизнь? И по основным сферам жизни достанем 3 карты, что ждет стрельцов с 1 по 10, любовь и личная жизнь. В целом взаимоотношения, эмоциональный фон. Что ждет стрельцов в сфере финансов с 1 по 10 и что ждет в ваших делах, может быть, и в ваших планах. Это и важные встречи, контакты, контракты, документы, у кого что. Итак, давайте узнавать, чего же вы не видите. Первый знак судьбы. 7 пентаклей. За каким-то делом вам еще нужно как будто ухаживать. Вам нужно это еще что-то продолжать. Но добрые дела наспех не делаются, поэтому явно тут что-то будет продолжено. 7 пентаклей. И я так думаю, банально даже, да, это у кого-то работа, даже если есть в планах смена работы, то скорее вот где вы сейчас трудитесь, с 1 по 10 вы там и останетесь. Здесь даже карта говорит о том, что может быть какой-то регламент, я часто говорю в своих видео, когда выпадает эта карта. Вы готовите документы, предположим, да, и тоже, возможно, какие-то проволочки, паузы. И это связано не с тем, что кто-то там нарочито нам пытается сделать что-то не очень хорошее. Нет, вот именно регламент, когда сколько-то дней мы должны как будто выждать бумагу, да, вот по-другому мы это не изменим. Иногда эта карта будет говорить и о том, что какая-то история, может быть, вам все-таки, ну, следует ее прояснить. Вот что с чем связано? То есть со знаком плюс эта карта именно о том, что должно быть продолжено или какой-то прогресс. Иногда карта все же означает пустое ожидание, поэтому если это пустое ожидание в какой-то истории, то, возможно, вам нужно ставить точку. Но вы этого не видите. Давайте я достану дополнительную карту, чтобы прояснить, это что. Король мечей. И тут, правда, могут быть у кого-то из вас беседы с официальными лицами, подготовка каких-то документов. И тогда, скорее, вот если это регламент, то мы тут вряд ли что-то можем убыстрить. Тогда надо ухаживать, да, если нам говорят, вот как за этим деревом, которое денежное, да, оно еще маленькое, но оно должно вырасти.
И, может быть, это какая-то тема по части работы. Иногда по королю мечей идут руководители. Ведь это карта эксперта, это карта ответственного человека, того, кто тоже действует в рамках своих полномочий. Рамки у него есть, безусловно. Но, в принципе, он как бы призван решать какие-то вопросы. Это вот если мы говорим об официальных лицах. Но иногда эта карта может означать, к примеру, врачей, людей, работающих с металлом, юристов, адвокатов. Вот мы можем отправляться, вот если ваш вопрос касается именно какого-то дела, темы, то тогда это ожидание вы не можете ускорить. Но я не исключаю, может быть, есть тема с конкретным человеком по королю мечей. Иногда у нас проходят люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолеи, или имеют там асцендент. Иногда проходят люди в погонах, люди в форме. Но в некоторых странах идет война, может быть, это вы ждете возвращения человека. То есть вот, понимаете, перекладывайте, вот есть какое-то ожидание, которое мы тут ускорить не можем. Вы не видите, но, по крайней мере, оно продолжится с 1 по 10. Чего вы еще не видите, мои дорогие? Но скоро все узнаете. Карта колесница. С одной стороны, это карта успеха. Значит, какой-то вопрос вы можете решить положительно. Или эта карта будет означать, может быть, вы куда-то отправитесь, вы не видите, но, может быть, придется. И у кого-то это будет, ну, такое более путешествие длительное, может быть, какая-то дистанция или подготовка, кстати. По этому аркану идут и перемены тоже. Но вот этот успех, он как будто вас ожидает. Тут нельзя упустить время. Значит, если даже, мои дорогие стрельцы, какое-то время вы устали вот от этого ожидания, имеется в виду не человека, отнюдь нет, тут, скорее всего, какое-то дело, то как вопрос может ускориться. Или появятся какие-то, может быть, новые сведения, или вообще тут может и измениться как бы конфигурация какого-то дела, когда вы сами можете прийти к выводу, а мне теперь это уже, в принципе, не актуально. Это я тоже могу допустить. И переключитесь на что-то иное. У кого-то будет касаться работы, к примеру. Вы продолжаете, остаетесь пока на прежнем месте работы, но уже где-то планируете переход. Или вы ищете дополнительный заработок, что по Урану, Уран у нас все дробит, поэтому была одна работа, а тут бы еще какой-то доп. Заработок было бы неплохо, или какие-то доходы. Поэтому может проиграться следующим образом, когда вы и основную работу, ну понятно, мы не можем себя обесточить, остаться без денег, или основной какой-то источник дохода вы имеете, но к нему будете развивать что-то другое, изучать, или проходить какие-то курсы, приобретать знания. Вот это тоже может проиграться. И кто знает, потом ваше детище или то, что вы оставляли как какой-то запасной аэродром вариант, то, скорее всего, может, знаете, вот как говорят, выстрелить, да, вот какая-то тема или как вторичный заработок, который был просто дополнительный, может быть, на всякий случай. А здесь, скорее всего, вы, может быть, вам и придется принимать и ваше важное решение, когда он, наоборот, основным может стать. Или еще какая-то конфигурация, связанная, может быть, с людьми. Все же колесница– это и скорость, и это перемещение, это дистанция. Поэтому вполне вероятно, что и вам какие-то, ну, вот такие перемещения все-таки придется выполнить, или встречи какие-то очень важные с 1 по 10 января. Чего вы еще не замечаете? У вас очень сильная позиция, карта мага. Значит, я могу предположить, где-то у вас есть возможность договориться, сгладить острые углы, решить сложные темы. Это на самом деле. Но тут конек не в том, что мы как доказываем что-то, да, или ваша сильная позиция. Маг великий практик. Он себе никогда не сделает плохо. И даже если он контактирует со сложными людьми, но он понимает, что да, человек таков, а у меня цель такова. И значит, мне сейчас нужно обустроить или каким-то образом так построить наш разговор, чтобы в конечном итоге я остался в плюсе. Вот какие-то такие энергии, вот вы не видите, а они вам пригодятся. Но мы можем точно так же сказать, что вы можете столкнуться сами с такими магами, волшебниками, будем говорить. Но, может быть, у кого-то конкретно
Карта мага соответствует знаку зодиака Близнецы. Ну, кто знает, ну, может быть, правда, у кого-то вот именно с Близнецом или с асцендентом в Близнецах человек. Но все-таки здесь могут и люди, мы ведь говорим по аркану маг, великий манипулятор. Люди могут, вот, ну, мы все сейчас будем заниматься именно своим благополучием. Еще какой-то период. Каждый отстраивает свою жизнь, каждый видит свои приоритеты и интересы, поэтому это нормально. И насколько эти интересы будут совпадать или могут быть совмещены, ну, вот тогда вам тоже нужно быть готов к тому, что кто-то так пытаться манипулировать, однако может. Ладно, давайте узнаем, что же прояснится тогда в конечном итоге. К чему быть готовому? Ничего себе. Вы знаете, тут будьте готовы к тому, что, к примеру, башня ведь это какая-то структура, да? То есть много значений в каждой карте, но в первую очередь это какая-то структура. Вот тут будет меняться какая-то структура. Может быть, это именно касается работы. Смена руководителя, смена ритма самого, да, жизненного графика, может быть, или перемена как офиса, или вы ездили, может быть, открытие филиала, да, и вы ездили на работу в одно место, а теперь вы будете вынуждены перемещаться куда-то в другое место, в другом направлении. Может быть, работа с командировками, кстати, да. То есть тут есть то, что было как бы в основе, вот это будет меняться. А также по аркану все же башня, первые карты – это старая тюрьма, это период ограничений. Это когда мы что-то не могли сделать. Это нас постоянно, словно кандалы кто-то на нас надевал, и, может быть, мы и делали один шаг, а нас все время отбрасывало назад. Вот это завершается. Вот по какой-то такой теме, это старший аркан, будут прояснения. Причем это может быть для вас то, что вы не видите, и совершенно внезапно. Новость какая-то, ведь это карта трансформации, поэтому тут какая-то трансформация у вас. И это будет связано с внешними событиями. Может быть, даже и с человеком, да. Вот посмотрите, по какую-то историю, хочешь или нет, а как будто нужно закрывать в прошлое дверь. Что же уйдет, давайте узнаем. Восьмерка жезлов. Вы получите какое-то, может быть, письмо. Ну, в нашу цифровую эпоху это может быть и сообщение, СМС-сообщение в мессенджерах или контактный какой-то разговор. Но это, знаете, так, добавит для вас как скорости. Но сама по себе эта информация, вот вам нужно будет точно куда-то переместиться и что-то узнать. Может быть, вы случайно услышите от какого-то человека эту новость или информацию, причем это происходит спонтанно. И человек, вот он есть, и уже его нет. У него не переспросишь, не перепроверишь. Ну вот как будто нет этого человека. Тут что-то молниеносное будет, которое пришло и ушло. Ну или какая-то подобная ситуация, которая с этим связана. А что придет взамен? Какая-то перестройка, мои дорогие стрельцы, ну правда. И карта трансформации, и карта как раз тут и о скорости. Да, вам нужно как успеть ухватить какую-то удачу или решить какой-то вопрос. И я бы сказала, тут есть какая-то тема, которую вы не можете отложить на потом. И, может быть, кто-то думал, ну, я подожду, посмотрю, пока там что-то состыкуется. А по аркану страшный суд. Суд вовсе не страшный, это карта выздоровления, освобождения от боли, от страданий. Может быть, это, знаете, у вас даже такая может какая-то быть метаморфоза, когда информация пришла одна, а вы начали проверять и понимаете, что перепроверяете именно, да, а как бы основа-то кроется не там, как это было подано в начале, а вы узнаете дополнительную еще информацию, которая может отличаться от первоначальной. И вам это каким-то образом будет помогать. Но приготовьтесь, мои дорогие стрельцы, именно к какому-то информационному потоку и работе с этой информацией. Видимо, перепроверять придется. И карта «Страшный суд» все равно что-то будет завершаться, потому что вы сейчас на пороге перемен. И задача, что придет взамен, выздороветь, да, будем говорить. Вот эта трансформация, она и направлена на то, чтобы вы оставили что-то в прошлом. То, что для вас как кандалы, а вы этого не видите. Вот оно и должно
прояснится. Личная жизнь. Чего ждать или что ждет? Королева жезлов, ну это вы сами. И опять же, вот по этой карте архетип карты. Первое, это у нас и основное, наверное, то, что умеет хранить молчание. Черный кот возле ног королевы всегда говорит о том, что она умеет хранить тайны свои и чужие. Может быть, то, что вы задумали, но не стоит афишировать, с кем-то обсуждать, может быть и так. Видимо, побыть немножко кошкой, которая гуляет сама по себе, но мы никому ничего и не доказываем тоже. Ну, вот так вот сами по себе. Да, со всеми мы тут общаемся, где-то очень символично, потому что нам выпадает карта мага, он всегда сам по себе. Так вот, эта позиция научила королеву нашу, уже какая-то прежняя, может быть, волнующая история или какое-то разочарование, ведь это символика, да, того человека, который много раз подымался с колен. И вот именно прежний какой-то грустный опыт научил о себе много не рассказывать или информацию перепроверять. И то, что касается денег, с деньгами тоже как-то аккуратно взаимодействовать, потому что удачливо в деньгах и именно в правильной работе с информацией. Почему-то вам на личную жизнь. Но иногда и по личной жизни есть тоже согласование, может быть, вопросы дома, может быть, это связано с близкими. Что это знаю? Ого, что это значит? Аркан дьявол это значит. Какая-то вот, ну, правда, зависимая история. Может быть, это история в отношениях. Может быть, вы и хотите в чем-то словно точку поставить и не знаете, как это сделать. Возможно, кому-то необходимо обратиться к специалисту, понимать, как в отношении вас работает закон, точно так же понимать и как в отношении, может быть, какого-то человека или задуманного дела. Тут может быть и такая история, когда работы не отпускают даже дома. Может быть такое, да, потому что зависимости идут. Тут явно с какой-то зависимой историей нужно разобраться, старший аркан. И из 15-го аркана сложно вырваться. Может быть, она была связана с конкретным человеком, который рожден даже под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Может быть, и тут у каждого как-то по-своему. Я не исключаю, что вы можете какую-то информацию, например, об этом человеке искать, находить. Или, может быть, она придет. Хотя у нас такое время, что иногда и люди некоторые, как мы и сами пытаемся их вернуть, иногда и люди какие-то могут возвращаться. Но это совсем не всегда бывает тот человек, которого мы бы хотели видеть. По королю Пентакли тут ведь может, знаете, ведь эта карта еще иногда говорит о наших близких, о супругах. И неважно, тут знак зодиака совершенно ни при чем. И опять же, по королю Пентакли это тот человек, который надежный. Вот именно консерватизм где-то в наше сложное время. Но король Пентакли он тоже сделал сам себя. Может быть, это какие-то контакты с человеком, к примеру, работник банка, иногда такое проигрывается, или какой-то статусный человек. Может быть, и хочется какие-то отношения продолжать или решить какой-то вопрос. Но как подступиться к этому вопросу, наверное, вы пока не видите, не знаете. Ну, давайте хоть совет тогда мы. Вам сейчас буквально фортуна помогает. Но и для вас, мои дорогие. Все то, что касается на уровне эмоциональном, какие-то вопросы, вам нельзя быть в задвоенной ситуации, в двойственном положении, участвовать в какой-то игре, иначе эта игра перейдет в какую-то опасность. Вам фортуна сейчас помогает. Но рядом с вами явно может быть такой человек, который, я не исключаю, пытается манипулировать. Поэтому зрите в корень, зрите в оба. По-другому не получится. Фортуна помогает выйти вам из зависимых отношений или из зависимости какой-то, может быть, как таковой, может быть, из материальной зависимости. Вот я такое тоже могу допустить. И тогда тут будет немножко по-другому. Ну, тут кому это актуально, когда, ну, может быть, не получалось погасить какой-то платеж. Тут, тем не менее, в вашем окружении будут те люди, которые вас либо могут выручить, либо тут какой-то совет, как вот обустроить, может быть, как-то переоформить документы, например, да. Ну, вот есть какие-то варианты подвижки. Они, безусловно, есть и будут, потому что колесо фортуны вам именно дает возможность, как, знаете, встряхнуть себя, как какое-то обязательство или какую-то сложную историю, которая вас изрядно мучает.
Что ждет вас в финансах? По Луне, ну, тут правда могут быть какие-то платежи, которые вовремя не пришли. Или, у кого-то из вас, да, и вы будете решать. Или какая-то задержка с выплатой может быть, я такое тоже допускаю. Правда, у кого-то деньги задерживаются. И хотим мы того или нет, а вот обстоятельства как будто так сложились. По Луне тут вообще мы как бы деньги так особо и не тратим. Да, тут неважно, тут они нам как будто понадобятся. И карта Луна нам тоже говорит, выглянет Солнце, и все встанет на свои места. Вы по финансам не видите пока какой-то ситуации четко. И карта говорит, ты сейчас не рискуй, не трать. Потому что то, что тебе кажется сейчас, оно потом поменяется. Или вверху то, что уйдет, восьмерка жезлов. Я говорила, вы получаете, к примеру, одну какую-то известие, новость. Начинаете, ну, как раскапывать, откуда ноги растут у этой информации, и находите совершенно какую-то другую информацию. Вот она вам будет скорее помогать. И вы поймете, возможно, что мне сейчас точно нужно не торопиться. И я бы сказала, если вас призывают куда-то, особенно по Луне ведь мы избегаем толпы. Я об этом часто говорю. И тут буквально кто-то спросит, какое имеет отношение Луна к толпе. А вам могут предложить, знаете, какая-то персона подъедет на стриженной козе. Ну, я шучу, конечно, перекладывайте мой сленг. И начнут вас, знаете, призывать, уговаривать, купи вот это, приобрети вот то. Не время делать какие-то серьезные покупки, это факт. Оставайтесь, опять же, кошкой, которая гуляет сама по себе. Вам это и в финансах тоже необходимо. Ваши дела, свершения, планы. Вот смотрите, такая задача. У вас что-то получится осуществить. Но вы должны как минимум пару шагов сделать, каких-то очень продуманно осторожных. Причем что-то разузнать. Иметь как знание, знание сила, да, вот нам тут дважды показали. Потому что информация птицы, она самая разная. Много новостей. И мы с вами живем в ту эпоху, когда много фейковой информации. Могут люди попросту врать. Вот вам, мои дорогие, с 1 по 10. И ваша задача зерна от плевел как-то отделить. Может быть, приходит информация, которая нам приятно слышать, и мы можем на это купиться. Ослабим наше внимание. А может быть, наоборот, приходит информация, которой не хотим мы с этим соглашаться, а тем не менее это есть какая-то правда и истина. Вот знания, да, вот эти, которые в виде шариков, лампочки, да, гелевые или книга, помогают девушке над обрывом пройти. И нам говорят, вот эти 2 шага, не оборачивайся, назад. И, кстати, по аркану колесница тоже есть такое значение, не оборачивайся назад. Иначе что будет с этой колесницей, если возничий начнет смотреть назад, а не вперед? Вот представьте, а возничий – это вы. И по преданию этой карты человек управляет не вожжами, он не держит нет этих вожжей вообще в принципе. Он управляет этой повозкой, силой, мысли. Есть о чем подумать. И вот вам и не смотреть вниз будет тоже очень важно. Может быть, это на что-то решиться или решить вам придется. Потому что, ну вот есть такой внутренний страх или сомнение. Но, тем не менее, вы как будто должны перейти вот совершенно на другую плоскость вашей жизни, бытия, скажем так, вашего благополучия. И в этом вам помогает фортуна. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Пишите мне душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там я публикую с разных мест весь мой контент. И кому-то, может быть, эта форма более удобна. Буду искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда.